Однажды я задала вопрос подписчикам, как отмыть налет на плитке в ванной. И вместе с большим количеством рекомендаций я получила совет – взять в аренду пароочиститель. Кроме налета, он еще и окна в квартире отмоет за полчаса, написала мне подписчица. И вот уже через несколько дней мне открылся мир пароочистителей. Но самая моя большая ошибка была в том, что я сначала взяла его в аренду, а потом начала разбираться, на что он способен. Привет, вы на канале Крюковой, меня зовут Ольга, и досмотрев это видео до конца, вы поймете возможности пароочистителя, его плюсы и минусы, и самое главное, сможете определить, необходима это для вас вещь или вы легко сможете без него обойтись. Поехали! Для мнительных зрителей поясню, это видео не рекламное, не спонсировано ни одним брендом. После того, как мы взяли на сутки пароочиститель в аренду, я купила его себе для личного использования, сама, за свои деньги. Когда на нашем канале рекламная интеграция, я предупреждаю вас и помечаю ролик специальной меткой. Это не тот случай. Чтобы не стать жертвой влияния негативных отзывов в сети и в то же время избежать завышенных ожиданий от пароочистителя, важно понимать, что это такое. Пароочистители бывают разных размеров и с разным функционалом. Но основная его суть проста – отделять жировые и известковые отложения от гладких и пористых поверхностей при помощи пара. Прибор справляется с загрязнениями даже там, где сдались влажная губка, пылесос и швабра. Состоит из бака для воды, он бывает съемным или встроенным, элемента для нагрева, спускового механизма, шланга и дополнительных насадок и аксессуаров. Для запуска нужно наполнить резервуар водой, включить в сеть, подождать пару минут, пока вода нагреется и превратится в пар. После этого пар под давлением с высокой скоростью выпускается через шланг наружу, и дальше получаются интересные вещи. Давайте посмотрим на примере моего пароочистителя, какие бывают насадки для разных видов работ. Точечное стройное сопло, которое является основой для некоторых насадок. Мощное сопло – щелевая точная насадка для труднодоступных мест. Круглая маленькая щетка для удаления стойких загрязнений. Круглая щетка побольше для очистки больших округлых поверхностей, раковин, душевых, ванн, кухонных моек. Аккуратно, эти щетки могут повредить чувствительные нежные материалы. Универсальная ручная насадка, жесткая, для уборки любых моющихся покрытий, стен, пола и потолков. Лучше использовать с обтяжкой для ручной насадки. Советую оставить родные насадки для чистой уборки тканевых жалюзи, белых потолков или обработки матрасов. А для обычной можно пользоваться любыми салфетками, просто закрепите их на насадке. Все салфетки после уборки легко стираются в стиральной машине. Все насадки, кстати, очень просто меняются нажатием одной кнопки. Есть также комплект для уборки пола, насадка и салфетка. Можно использовать не только для пола, но и для моющихся стен и потолков. Во время перерывов в работе насадку для пола можно установить парковочное крепление. Скользящая насадка для чистки ковров легко снимается рукой или даже ногой. Есть три вида ручек: короткая и две средних удлиненных трубки, которые собираются в среднюю и длинную позиции. Когда мы брали пароочиститель в аренду, в комплектации не было скребка для мойки окон, но без него этот процесс происходит гораздо медленнее, поэтому себе я сразу купила отдельно. Перед началом работы обязательно прочитайте инструкцию, если она у вас есть, в тихой и спокойной обстановке, ведь это новая для вас бытовая техника. И, кстати, есть еще комплектация пароочиститель плюс утюг, но я бы не стала переплачивать за эту функцию. Лучше купить отдельно парогенератор. На нашем канале есть видео, как его выбрать, и даже обзор на нашу модель. С помощью пароочистителя можно очень быстро помыть окна. Как я уже упоминала, специальная насадка значительно ускоряет этот процесс. Моем окна в 3 этапа. Сначала отбиваем грязь универсальной насадкой с обтяжкой. Затем насадкой для окон медленно сгоняем все вниз. Грязная вода будет куда-то стекать, поэтому заранее подстелите что-то под окном. В конце вытираем резинку насадки и еще раз проходим ею на минимальной мощности, уже быстро, чтобы окно осталось сухим. Если у вас нет, например, насадки для мытья стекол, то в идеале иметь хотя бы простой резиновый скребок, который будет сгонять воду со стекол, оставшуюся после пара. А щелевая насадка выгонит всю грязь из труднодоступных мест, и окна станут как новые. Также паром замечательно отмываются москитные сетки. Только используйте щадящий режим, чтобы не повредить материал, потому что от горячего пара он может расплавиться. Важный момент: не мойте окна в холодную погоду, чтобы стекло не лопнуло от перепада температур. Кроме окон, пар очистит и другие стеклянные поверхности в доме. Засверкают зеркала, стекла в дверях, шкафах, стеклянная мебель.
Чистые стеклянно-зеркальные поверхности внутри помещений можно мыть сразу насадкой для стекол без обтяжки. Достаточно провести один раз, и поверхность идеально чистая. Если остаются единичные капли на поверхностях, они легко убираются салфеткой. И нет ни намека на разводы, потому что всю грязь мы согнали пароочистителем. Очень хвалят пароочистители обладатели люстр. Знаете, таких с хрусталиками мелкими, с большим количеством подвесок, листочков, шариков. У меня сейчас такой нет, но я в детстве намывала подобные люстры. Я знаю, что это такое. Голова задрана вверх, руки постоянно вверх, все затекает, либо ты все это откручиваешь, снимаешь, тазу потом полоскаешь, потом крепишь все это обратно. Здесь вы просто обдаете люстру паром, и она у вас идеально чистая, вы сбиваете с нее всю пыль. Но очень важно, конечно же, перед тем, как это делать, отключить в щитке электричество и под люстру постелить большую тряпку, потому что все это с нее будет стекать вниз. Изначально, как вы помните, я заинтересовалась пароочистителем, чтобы отмыть налет на плитке ванны. Но сколько бы я не обдавала паром свою плитку, она все равно оставалась белой. И только через некоторое время я поняла, что белая на плитке – это новый налет, но уже от пара. Поэтому сразу же после обработки надо вытирать плитку насухо, особенно темную. В нашем регионе вода со временем оставляет желтый налет в швах плитки. Поэтому такие загрязнения я отмывала с помощью пара и бытовой химии. Имейте в виду, пар только разбивает грязь, ее сразу же надо удалять губкой. Для плитки на кухне пароочиститель просто спасение, потому что идеально растворяет жир, грязь, и плитка начинает блестеть как новая. Потолки в ванной, в тамбуре, на балконе у нас пластиковые. Раньше их мыть было просто наказание, а после покупки пароочистителя мойка длится несколько минут. Лучше для такой уборки использовать большую насадку для пола. Пар будет выталкивать загрязнения в швах, а насадка собирать их и промывать поверхность панели. Вести по панелям надо быстро, на минимальном режиме, и другие насадки лучше не использовать, потому что горячий точечный пар может расплавить пластик. С помощью пароочистителя можно помыть полы, которые не боятся горячего пара и высокой влажности. В первую очередь это, конечно же, кафель, линолеум. Также можно обработать ковры или ковролин и пройтись на минимальной мощности по паркету и некоторым видам ламината. Важно, перед применением обязательно подметите или пропылесосьте пол, потому что пароочиститель – это предмет для влажной уборки, а не для уборки мусора. Для первой уборки полы на кухне лучше обработать антижиром, особенно место вдоль плинтуса и напольных шкафов, а потом уже мыть пароочистителем. Пар отмывает кафельные швы на полу, щели становятся значительно светлее. Наш мастер сразу порекомендовал нам сделать серую затирку в полах, спасибо ему за это, поэтому загрязнений у нас не видно. Но все равно после уборки пароочистителем швы выглядят значительно свежее. Когда чистите межкафельные швы, вытирайте сразу же начисто, а то грязная вода засохнет в щелях. Линолеум после обработки паром становится как новый. У нас такого покрытия нет, но недавно я помогала делать уборку своей маме и взяла с собой пароочиститель и поразилась, насколько чистым, светлым стал пол. При этом я его не терла, а просто на длинной ручке обрабатывала паром. Я увидела, что пар очень хорошо делает свое дело. У пароочистителя есть запрет на чистку деревянных, лакированных, также обработанных маслом, покрытых воском поверхностей, так как горячий воздух может привести к их деформации. Чтобы нежное покрытие не пострадало, подача пара должна быть минимальной, а насадка не должна долго находиться на одном месте. Если у вас есть задача очистить ковры или мягкую мебель, то вы должны четко отдавать себе отчет, что пароочиститель, он только отбивает грязь, он обрабатывает паром, но грязную воду назад не собирает. Если вам нужно именно отмыть, то здесь вы берете моющий пылесос. Если моющего пылесоса у вас нет, то вы сначала пылесосите поверхность, например, вашего дивана, либо ковра, а потом уже обрабатываете паром. Кстати, говорят, обработка паром единственное 100% действующее средство на клопов, блох и прочую живность, которая может обитать в мебели, в полах или других потайных местах, какие-нибудь там могут себе облюбовать. Но в этом случае вы должны понимать, что требуется глубокая обработка паром и последующая просушка. А если у вас, как у меня, есть животные, то вы получаете еще и отличную дезинфекцию. Это, кстати, была одна из основных причин, почему я купила себе пароочиститель. Ну, давайте посмотрим, что он может сделать с сантехникой.
помощью пара можно очистить известковый налет, мочевой камень и ржавчину на унитазе. Сильное известковое отложение предварительно обработайте подходящим чистящим средством. Особенно пароочиститель хорош для уборки в труднодоступных местах. Например, чтобы очистить поворотные механизмы на сантехнике и смесителях. Раковина распрощается даже с самыми неприступными загрязнениями и засияет как новая. Удобные насадки, точечное сопло, помогут обработать сливы раковин и ванны. В ванной пар поможет победить бактерии и известковое отложение. Причем работать можно и на акриловых ваннах. Акрил не боится высокой температуры. Бытовую технику с помощью пара можно привести в первоначальный вид, и она станет как новая. Особенно ту, которая стоит на кухне, потому что только отвернись, и она покрывается жиром. Но очень важно, перед тем, как использовать пароочиститель, технику нужно отключить от сети, потому что инструкции запрещено мыть электроприборы. И используем мы пароочиститель только на тех участках, которые мы и так промываем водой. Мне очень понравилось паром выбивать грязь из конфорок. В губки туда залезть практически невозможно. Аккуратно, если у вас электроподжиг, может быть замыкание. И говорят, что если плита не импортная, то прокладки не выдержит пара, а импортную можно мыть. Поэтому этот момент на ваше усмотрение. Пар отлично расправляется с грязью в стыках между раковиной и столешницей. Особенно хорошо выгоняет жир, который незаметно накапливается между плитой и столешницей. Микроволновка, кулер, мультиварка, кофеварка, другая мелкая бытовая техника, которая есть на кухне, хорошо отмывается с помощью пара на минимальной мощности. Прикрепите салфетку на насадку и обработайте. Очень круто чистить духовку. Все застывшие пятна под воздействием пара размокают, и потом их надо обязательно убирать салфеткой. Идеально смываются все щели, уплотнители, где сложно добраться простой губкой. Стиральная машина таит в себе много невидимых глазу загрязнений. Если у вас машина на стиральном порошке, обязательно помойте паром лоток. Наша машинка с дозировкой жидкого моющего средства, поэтому я забыла, что такое грязный лоток. Про нашу машину есть несколько видео на канале. Но, тем не менее, пароочиститель помогает промыть резинку, уплотнитель, освежить машинку снаружи и помыть под ней полы. Сетку фильтра от вытяжки можно почистить с помощью маленькой насадки. Чтобы долго не возиться с ней, можно взять стакан стирального порошка, лучше с энзимами в составе, залить кипятком и опустить в этот раствор решетку на ночь. У меня не нашлось подходящего тазика, поэтому я просто замочила в ведре сначала одной стороной, затем второй, а утром уже удалила остатки паром. Холодильник и морозильник тоже можно помыть пароочистителем, только их надо предварительно полностью разморозить. А еще говорят, что можно устранить неприятный запах в холодильнике, если обработать паром отверстие, в которое стекают капли. Посудомоечная машина. Внешне выглядит вроде чистой, но из-за того, что мы каждый день моем в ней грязную посуду, в труднодоступных местах скапливается жир, с которым не справляется даже специально очищающее средство. Внешне его не видно, но давайте мы поищем. Самое явное – это загрязнение на дверце, особенно внизу. Следующим идет фильтр. Давайте его выкрутим и почистим. Также стоит обработать отсек для соли, лоток для таблеток, особенно под ним, все уплотнительные резинки, колесики и детали корзинки. Вы удивитесь, насколько может быть грязным такой вроде бы чистый аппарат. И посуда после такой обработки станет промываться гораздо лучше. Давайте пройдемся по квартире и найдем еще несколько мест, которые пароочиститель сможет сделать чище. Отлично отмывает горизонтальные жалюзи, особенно если они у вас на кухне. Ведь там из-за приготовления еды на них быстро скапливается налет. Кто-то моет паром прямо на окне, но нам легче снять, чтобы грязь стекала в ванну. Тканевые жалюзи также можно периодически обрабатывать паром от загрязнений. Можно освежить шторы, но не рассчитывайте, что вы сможете разгладить их с помощью пара. Чугунные старинные батареи отмываются не идеально, но становятся значительно свежее. А современные батареи отмываются просто отлично. Чтобы не испачкать стену за ними, поместите за радиатором полотенце или картон, а внизу постелите тряпочку. Чтобы отмывать особо стойкие пятна, протрите щетку сначала хозяйственным мылом. Можно очистить даже то, с чем пар не справляется. Ручки шкафов, фасады на кухне отпаривайте аккуратно. Пар способен отслаивать мебельное покрытие, и если есть сомнения, то лучше не рисковать. Чтобы очистить деликатные поверхности, я включаю прибор, нагреваю паром салфетку, а затем выключаю и мою горячей насадкой, но без пара. Жир скапливается на стеклянных крышках посуды под ободком, и пар выбивает грязь там, где сложно отмыть губкой.
Большое количество вредных микроорганизмов живет на мягких игрушках, поэтому их просто необходимо регулярно обрабатывать паром. Можно освежить сумки, особенно которые убирались на сезон, тоже аккуратно и тоже с расстояния. Насадка-распылитель предназначен для комнатных растений. У меня такой нет, поэтому я просто прохожу по цветам пароочистителем на большом расстоянии, аккуратно, чтобы не обжечь растения. Пока пар долетает, он уже становится холодным. Говорят, что с помощью пара можно почистить даже салон автомобиля. Пластиковые труднодоступные места, щели, можно пройтись по сиденьям, потолку, порогам. И те, кто это делал, утверждают, что даже никакая химчистка не нужна, если проводить такую обработку регулярно. Но я не пробовала, и мне кажется, что здесь столько нюансов, что это тема для отдельного видео. Если у вас есть такой опыт, обязательно поделитесь в комментариях. Некоторые обрабатывают верхнюю одежду внутри и снаружи, чтобы не стирать каждый раз. Если ткань с пропиткой, то пар просто отбивает грязь от ткани, и пуховики, например, внутри не намокают. И также уходит запах, если он есть. Еще я слышала, что можно обрабатывать белые кроссовки, белые подошвы, что пар отлично очищает. И замшевую обувь с помощью тонкой щелевой насадки можно значительно освежить, потому что пар под давлением выбьет грязь, и замша станет как новая. Отпадет необходимость в специальных резиновых щетках, после которых со временем нарушается структура замшевой обуви. Естественно, процедуру чистки желательно проводить, вставив в обувь распорки, ну или набив ее газетой. Пароочиститель пригодится тем, кто любит готовить на открытом огне. С помощью металлической щетки-насадки из латунной щетины вы легко очистите решетки, плиты и духовки, и также инструменты для приготовления гриля и барбекю. Это шампуры, мангал и еще поверхности из камня. У меня такой щетки металлической нет, ну я и не шашлычник. Пар поможет убрать самоклейку, ну а некоторые отпаривают им даже обои при ремонте, чтобы легче снимались. Теперь, когда в следующий раз будем переклеивать, обязательно попробуем. Ну что, давайте подытожим сначала минусы. Во-первых, занимает много места, довольно массивный, ну как небольшой пылесос, и нужно место для хранения и самого пароочистителя, и его насадок, чтобы было легко прятать и быстро доставать. Важно помнить, что обработка очистителем сама по себе не устраняет грязь. Пар лишь помогает нам приподнять на поверхность загрязнения, которые потом необходимо вытирать тряпкой. И если сразу после работы все не протереть насухо, то грязь с частицами пара тупо разлетится и прилипнет на новом месте. Поэтому обрабатываем и сразу вытираем. Начинать уборку лучше со сложных загрязнений, потому что грязь разлетается и забрызгивает все вокруг. Еще можно намотать салфетку, чтобы она сразу впитывала грязь. Кстати, на любые насадки можно крепить салфетки из микрофибры с помощью обычной резинки, чтобы отпаривать и сразу собирать грязь. Тряпочки лучше брать для сбора жидкости с повышенными влаговпитывающими свойствами. Пароочиститель не способен очищать пятна с текстильных поверхностей, то есть почистить им диван или ковер вы не сможете, только обработать от клещей и выбить пыль. Применение воды из крана способствует образованию осадков и накипей, впоследствии остающихся на поверхности. Если у вас жесткая вода, то налет от пара может быть виден, потому что вода выпаривается и сразу высыхает в виде белого налета. В этом случае воду для бака лучше очищать или покупать в магазине. На нагревательном котле со временем образуется накипь. Чтобы прибор прослужил долго, после каждого 10-го заполнения бака надо откручивать замок для технического обслуживания, и делается это с помощью открытого конца удлинительной трубки. Потом заполните резервуар водой и сильно поболтайте. Это необходимо для поднятия остатков накипи со дна. Потом вылейте воду и закройте клапан. Говорят, что процесс уборки занимает короткое время, но у меня здесь большие вопросики. Горячий пар – это не волшебная палочка, взмахнув которой вы удалите даже застарелое загрязнение, а пароочиститель не справится с уборкой в квартире за 5 минут. Грязь разлетается и требуется больше времени, чтобы ее собрать. Ну, конечно, и частота совсем другая. Для боящихся чрезмерного увлажнения поверхностей следует устанавливать минимальный уровень пара. Если поверхность глубоко не очищалась очень давно, то с первого раза вернуть ее в первоначальный вид будет сложно. И, скорее всего, надо будет использовать химию. Одного бака мало на уборку воды. Ищите модели с несложным подливанием в процессе уборки. Удобно, если бак можно доставать, чтобы долить в него воду. Говорят, что часто рвется кожух шланга. Здесь явная проблема в подборе производителя материала. Потому что, когда пароочиститель работает, шланг естественно нагревается. Пластик
пластиковый гофрированный кожух от нагрева становится мягче и лопается у основания возле корпуса или рукоятки. Поэтому старайтесь не перегревать шланг длительным использованием, ни в коем случае не тяните за него и работайте с перерывами, чтобы дать ему остыть. Ну а теперь давайте по плюсам. Пар идеален для выбивания грязи из труднодоступных мест. Это щели в сливах, пластиковые окна, батареи, место вокруг плиты, дезинфекция труб, щели в плитке. Некоторые считают, что уборка с помощью пара приводит к излишнему увлажнению воздуха и тем самым к сырости в квартире, но это заблуждение. Пар быстро испаряется, оставляя очищаемый объект практически сухим. При этом воздух в доме становится свежим и влажным. А зимой это даже огромный плюс, потому что горячие батареи сушат воздух, а после такой влажной уборки дышится гораздо легче. Поэтому бонусом мы получаем влажный, свежий воздух и даже можно сэкономить на увлажнителе. А еще пар убирает неприятный запах в комнате и от вещей, и от бытовой техники. Сейчас сложно представить себе качественную уборку без применения химикатов. Они прочно вошли в нашу жизнь. Но чистящие средства, воздействуя на пятна и налет, влияют и на нашу кожу, глаза и даже на внутренние органы. А это со временем может привести к неприятным последствиям. Для уборки пароочистителем химия не нужна. Кроме пользы для здоровья, вы еще и экономите на моющих средствах. А также можно убираться при детях, и они не будут дышать бытовой химией. И если на руках есть проблемы с кожей, пароочиститель освободит ваши ручки от контакта с химией. Пар облегчает жизнь аллергикам, уничтожая пылевых клещей и другие незаметные для глаза аллергены. И уборка паром возвращает все поверхности в первоначальный вид, такими, как вы их купили. И каждая последующая уборка будет легче и легче, а в итоге чистоту поддерживать будет очень просто. Более того, материалы, которые очищены паром, служат намного дольше. Если вы сделали ремонт, то навести порядок после него получится гораздо быстрее. А еще я слышала от тех, кто разводит домашних животных, таких, например, как кроликов или коз, что убирать за ними гораздо легче при помощи пара и опять же никакой химии. Если вы купили подержанную технику или въехали в квартиру и вам нужно привести ее в порядок, вам опять же потребуется дезинфекция и глубокая очистка с помощью пара. При покупке ручного прибора имейте в виду, что таскать за собой вы будете не только насадку, но и всю емкость с водой. Поэтому я и купила напольный. Наливайте в бак воду комнатной температуры, чтобы сократить время разогрева вашего устройства. Теплую, но не горячую. От нее могут быть сбои в работе аппарата. Пароочиститель категорически нельзя заливать в моющие средства, потому что температура пара на выходе выше 100 градусов и может достигать 140. Нагретое до такой температуры химическое средство может представлять серьезную опасность для дыхательных путей. На рынке есть модели, которые позволяют использовать горячий пар с дополнительной подачей химического средства, но контейнер для него находится отдельно от резервуара для горячей воды, потому что если химия попадет на нагревательные элементы, то она может вывести их из строя. Поэтому наличие данной опции лучше уточняйте заранее у производителя. Всегда при смене насадки выключайте прибор, чтобы не обжечься случайно паром. Щеточки после уборки можно помыть самим же пароочистителем. После выключения нагрева спустите весь пар, нажав и удерживая рычаг на пистолете. Иначе пар останется у вас в системе и шланге и при повторном включении будет брызгать водой. Воду после уборки, помним, надо обязательно сливать, бак держать открытым. Ну и самое главное, я думаю, что покупать надо аппарат мощный, надежный, а разные насадки можно докупить и потом. Делитесь в комментариях, знаком ли вам этот прибор или вы только планируете его к покупке. И, конечно же, если у вас уже есть пароочиститель, то пишите свои секреты его использования. Ставьте лайк, если вам был интересен и полезен мой обзор. Подписывайтесь на наши телеграм-каналы Баблик и Крюковый. Ну и, конечно же, подписывайтесь на YouTube канал Крюковой и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть новые видео на нашем канале самыми первыми. Пока-пока!